В этом видео у нас будет обзор всех модификаторов кривой в графическом редакторе. Всякий раз, когда я выбираю кривую, я могу получить доступ к модификатору на конечной панели или панели свойств. Хотя мы уже установили модификатор цикла в предыдущем видео, чего вы, возможно, не заметили, так это того, что мы уже использовали модификаторы до этого. Как только мы использовали режим экстраполяции, всякий раз, когда мы нажимали Shift и делали нашу кривую циклической. По сути, мы добавляли модификатор цикла. Любое влияние модификатора может быть активировано или деактивировано, щелкнув флажок. Модификатор цикла повторяет анимацию от первой клавиши до последней клавиши. Мы можем изменить поведение модификатора до первой клавиши и после первой клавиши. По умолчанию анимация повторяется такой, какая она есть. Мы можем избавиться от цикла или использовать цикл со смещением. Если я использую его прямо сейчас, ничего не произойдет, потому что он использует положение последнего ключевого кадра в качестве новой отправной точки. Но поскольку мой первый и последний ключевые кадры одинаковы, это не изменится. Но как только я смещаю значение последнего ключевого кадра, вы можете видеть, что я получаю какое-то лестничное движение. Опция повторного зеркала будет делать то, что она говорит. Она будет повторять кривую, но каждый раз она будет отражать ее на основе последнего кадра. Изменение значения просто установит количество повторений после или до вашей текущей анимации. Нулевое значение заставит цикл повторяться бесконечно. Свойство ограничить диапазон кадров и использовать влияние очень полезны, но они не самые очевидные в модификаторе цикла, поэтому мы рассмотрим это позже. Давай посмотрим на следующий модификатор. Я избавлюсь от модификатора цикла и добавлю встроенную функцию. Моя кривая анимации полностью изменилась, и теперь у нас есть синусоидальная кривая. Потому что видна функция по умолчанию. Множитель фазы позволит нам изменять частоту кривой, в то время как амплитуда позволит нам увеличить значение кривой. Смещение фазы приведет к смещению кривой по оси X, в то время как смещение значения приведет к смещению кривой по оси Y. Опция «Ограничить диапазон кадров» — это суперкрутой дополнительный инструмент, как он и назван. Это позволит нам ограничить влияние модификатора на диапазон кадров. Так что мы можем установить этот диапазон кадров, изменив значение N и начальное значение. Значения in и out позволяют нам вводить ослабление, что означает, что мы можем увеличивать или уменьшать влияние модификатора в начале и конце диапазона кадров. Таким образом, мы можем полностью изменить поведение мяча с помощью неразрушающего рабочего процесса. Потому что я сейчас не работаю ни над одним из ключевых кадров, а только над модификаторами, которые я могу добавить или удалить. По умолчанию модификатор заменяет нашу текущую анимацию, но включение опции добавления добавит поведение модификатора поверх нашей анимации. Так что установка амплитуды модификатора на 0 — это все равно, что удалить его, когда он находится в аддитивном режиме. И как только я увеличу его амплитуду, вы сможете увидеть, как это влияет на кривую. Хотя это работает для данного конкретного случая, это не лучший способ играть с влиянием модификатора. К счастью, у нас есть фактор влияния, который увеличит или уменьшит влияние модификатора на нашу кривую. Выпадающее меню на кнопке добавления позволяет нам изменять тип функций. Так что если ты помнишь свои уроки тригонометрии, ты мог бы узнать касательные, косинусные и синусоидальные кривые. Квадратный корень — это простая экспоненциальная функция, поэтому ты можешь использовать ее, чтобы заставить свой шар подниматься как воздушный шар с постоянным ослаблением. Натуральный логарифм действительно похож на квадратный корень, но у него небольшое смещение и он легче. Наконец-то нормализованная сцена выглядит как функция сцены, но она очень быстро упрощается, поэтому вы можете изменить это, переместив смещение фазы и множитель фазы. Так что может быть трудно найти конкретные оттенки для этих модификаторов, но ты должен поэкспериментировать с этим.
И когда ты занимаешься motion дизайном, например, они очень полезны. При добавлении модификатора конверта мы увидим пару пунктирных линий, появляющихся в нашем графическом редакторе, выровненных со значением -1 и 1. Это значение масштабирования или эталонные значения, если хотите. Я просто добавлю пару точек в начале и в конце моей кривой. Эти контрольные точки позволят мне изменить общую форму моей кривой, также известный как конверт. Эти контрольные точки определяются минимальным и максимальным значением, которое отображается в виде маленькой белой точки в графическом редакторе. Они представляют текущий масштаб модификатора, поэтому если я настрою максимальное значение, я увижу, что моя кривая масштабируется вверх и вниз. И мы можем четко видеть, как здесь перемещается максимальная точка модификатора огибающей. Так что прямо сейчас это может выглядеть большой абстракцией. Так что я сделаю ограничивающую рамку таким образом, чтобы мой модификатор конверта был таким же большим, как кривая. Чтобы сделать это, я установлю минимальное значение равным нулю, как минимальное значение моего ключевого кадра, и максимальное значение около 8, как мой ключевой кадр. Я добавлю пару контрольных точек и дам им одинаковое значение 0,8,4. Теперь ты можешь думать о своей кривой как о связанной модификатором решетки или преобразованной как в Photoshop с неравномерным преобразованием и перемещением значения контрольной точки. Это все равно, что сдвинуть углы связующей коробки, и как в решетке, мы можем добавить более двух контрольных точек. Я могу добавить контрольную точку посередине, установить ее значение по умолчанию как другое, и когда я перемещу ее, она сломает кривую и деформирует ее из своего положения. Очень мощный модификатор для изменения амплитуды движения. Модификатор шума – один из моих любимых. И угадай что, он добавляет шума к твоей кривой. Это идеально подходит для создания дрожания камеры. Или если у вас дрожащий персонаж, вы можете использовать модификатор шума вместо того, чтобы нажимать N-клавишу. Шкала изменит частоту шума. Фаза как бы изменит свою форму или свои семена. Сила – это амплитуда шума. Значение глубины – это плавность шума. Чтобы увидеть это как следует, я увеличу масштаб и силу. Когда я уменьшу значение глубины, ты сможешь увидеть кривую. Сглаживание смещения позволит тебе компенсировать шум по оси X или во времени, если ты предпочитаешь. Поэтому, используя модификатор шума и ограничение диапазона кадров, я могу создать легкое сотрясение мяча всякий раз, когда он приземляется. Модификатор Limits немного работает как ограничение Limit. Установка минимального значения UI и максимального значения UI приведет к ограничению значения кривой. Любое значение ниже минимального значения будет проигнорировано. Любое значение выше максимального значения будет проигнорировано. Это похоже на создание крыши и земли, которые будут ограничивать вашу кривую. В то время как минимальное значение x и максимальное значение x в данный момент будут игнорировать любое значение, которое находится до установленного кадра, или после максимального установленного кадра. Так что если я установлю максимальное значение x равным 10, любое значение ключевого кадра после 10-го кадра будет проигнорировано. Это может быть очень полезно, если, например, вы не хотите, чтобы мяч ушел под землю. Следующий модификатор – это ступенчатый модификатор. Это очень крутой и интуитивно понятный модификатор. Размер шага позволяет вам изменять длину в кадре шага в вашей анимации. Так что в основном этот модификатор преобразует вашу кривую, как если бы мы блокировали нашу анимацию постоянной интерполяцией. И это придает вашей анимации фантастический стиль остановки движения. Так что вы можете изменить значение размера шага. Вы можете смещать его во времени, и этот модификатор поставляется со встроенным начальным кадром и конечным кадром. Это немного похоже на диапазон ограничения кадра, но вы можете рассматривать это как дополнительный слой ограничения для полного персонажа. Нам нужно будет добавить этот модификатор на каждую отдельную кривую. Что мы можем сделать вместо этого, так это добавить модификатор на полосу NLA. Не волнуйся, мы поговорим о редакторе NLA позже, но просто учтите, что мы применяем модификатор к анимации стены вместо того, чтобы применять его к простой кривой. Если мы посмотрим на эту быструю анимацию, которую я сделал с одним из моих учеников, ступенчатый модификатор действительно привносит в анимацию ощущение остановки движения. Как объяснялось ранее, эти модификаторы действуют как модификатор объекта.
Это значит, что они могут быть многослойными. Ты можешь добавить несколько модификаторов кривой, чтобы получить разные результаты, и порядок, в котором вы укладываете эти модификаторы, важен. Если я добавлю модификатор предела перед модификатором шума, шум будет применен после предела, и поэтому я не увижу никакой разницы. Я не увижу ограничений, примененных во время записи этого видео на Blender 2,91. Я не нашел никакого способа изменить положение этих изогнутых модификаторов. Надеюсь, это будет обновляться всякий раз, когда вы сможете посмотреть это видео. Мы можем скопировать модификатор, нажав на маленький значок папки со стрелкой, попадающей внутрь. Чтобы вставить модификатор на другую кривую, просто выберите кривую и нажмите на второй значок с формой папки и стрелкой, выходящей наружу. Если у вас есть несколько модификаторов, все они будут скопированы и вставлены на кривую. Подводя итог, мы увидели, что мы можем использовать модификатор для изменения нашего изогнутого поведения процедурным и неразрушающим образом. Модификаторы можно накладывать друг на друга, чтобы получить более продвинутые результаты. Модификаторы можно копировать и вставлять с одной кривой на другую. Мы можем добавлять модификаторы ко всему действию через редактор NLA.